обращать внимание не только внутрь себя, но и на окружающие звуки, события, которые происходят прямо сейчас. Это же тоже правильно во время медитации в обычной жизни. Ну, поймите, в медитации нет понятия там правильно или неправильно. Да? Есть какие-то определенные техники медитации, которые нас могут подвести как раз к этому состоянию медитации. И медитацию, по сути, ее невозможно сделать, правильно или неправильно. И то, чем мы занимаемся вот в динамике или еще в каких-то практиках, часто это техники, которые завершаются уже более глубоким пониманием самой сути процесса. Вот. И медитация может только случиться, произойти, как некий инсайт, как некое состояние. Вот. Оно, в общем-то, не имеет никакого отношения к нашей умственной деятельности, к нашему физическому телу. Но, тем не менее, это явление такое очень узнаваемое, поскольку оно иногда лежит за пределами нашей логики, нашего восприятия, и вдруг появляется что-то необычное, но необычайно наше какое-то родное, гармоничное. Иногда это похоже на чувство такой какой-то влюбленности или глубокой любви, но не к объекту, а как бы вне объекта, как будто вы сквозь объект проходите, и вот это состояние расширяется, захватывает вас, и вы в нем просто растворяетесь. И, конечно же, это состояние, оно не снаружи, оно внутри. Вот. Но какие-то внешние воздействия, да, то есть как вот звуки, события, вот, они могут тоже подвести к этому состоянию. И вот почему сейчас вот первые дни я включаю музыку, как раз чтобы часть вашего внимания хотя бы иногда цеплялась за нее. Причем можете заметить, что музыка в основном такая или чаши, да, или ом, вот, или какая-то очень такая безинформационная, без слов, там, без мантр, ну, кроме когда мы гимнастику делаем, там мантра Сурья Намаскар идет. Вот. И это тоже оттягивает часть вашего внимания. Вот. Если это все убрать, то поток мыслей, он просто будет усиливаться. А так часть хотя бы какая-то, но оценивать вот эту музыку, там нравится, не нравится, хорошая, плохая, там, и вот как-то. Тем более эта музыка еще так помогает вашему такому медитативному состоянию расслабления. Это может быть музыка, это могут быть четки, как внешний объект, когда вы их перебираете, да, только на тактильном ощущении. Это могут быть мантры, это могут быть какие-то запахи, там, палочек, звуки, бубны там, или еще что-то. Но это все внешние объекты, которые просто слегка помогают вам немножко как раз абстрагироваться от внешнего, от того, к чему вы привыкли. Потому что если вы всю жизнь, например, слушаете мантры, они перестанут работать, поскольку вы опять-таки к ним привыкнете. И насколько, когда мы общались, да, то есть большая часть людей все-таки делала акцент на поиске себя. А если мы направляем внимание во внешние объекты, то себя мы там не найдем, поскольку внешние объекты обычно всегда меняются. И музыка меняется, и температура воздуха меняется, и состояние меняется, эмоции меняются. Но тот, кто все это наблюдает, он неизменен. Меняются там треки, меняется музыка, а тот, слушающий, он всегда остается один и тот же. Видящий остается один и тот же. Чувствующий, тактильность, еще что-то. Это все один и тот же воспринимающий, но этот воспринимающий идет через слой ментальной деятельности нашего ума. И вот ум как раз начинает оценивать, хорошо это или плохо, твое это, мое, надо мне это, не надо. Вот. И, конечно, на этом, как правило, в общем-то, все останавливается. И суть медитации – это, во-первых, расслабленное тело, расслабленный ум, невовлеченность в процесс происходящего, безоценочность, такая абстрагированность, вот тогда это может произойти. Потому что любой концептуальный загон вашего ума начнет выстраивать какие-то конфигурации, пирамиды, карточные домики, которые потом обязательно рухнут.
Иногда вы в медитации получаете очень красивые какие-то экстатические состояния и начинаете опять к ним привязываться, цепляться за них. И в следующей медитации желаете такого же повторения. И когда это не повторяется, вы начинаете страдать. Вот. Но если вы получили какое-то экстатичное состояние очень красивое, но не привязались к нему, да, вы его получили, поблагодарили и все. И вы не ожидаете, что оно опять будет такое же. Вот. Если вы не ожидаете, на следующей медитации ничего не произошло, и у вас все в норме, то есть вы абсолютно спокойны. Но опять, если вы ожидали какого-то состояния, но не получилось, у вас опять возникает элемент страдания, а страдание, как низкочастотное состояние, опять будет уводить вас от глубокого состояния медитации. Но вот эти медитации, скажем так, на внешние факторы, они помогают очень хорошо на начальных этапах как раз для остановки ума. Когда звучит какая-то вот непривычная музыка или какие-то необычные действия, вот, например, есть гурджиевские движения, когда вы делаете необычные движения, и да вот даже далеко ходить не надо, ходьба, да, когда вы ходите обкатывающим вот этим шагом, то есть ему уже надо подстроиться под это непривычно, вы в жизни так никогда не ходили по проспектам, да, вот. А тут вы начинаете как-то ходить, и ум пытается сгруппировать, понять, и в этот момент как бы мыслительный фон у вас затихает, потому что большая часть внимания направлена на необычность явления. Вот. Но когда вы привыкаете к этой ходьбе, да, то есть ум опять подключается, потому что включается автоматизм. То есть на первых порах, да, то есть это работает, потом включается автоматизм, и ум опять включается, может думать. Вот, например, когда вы там учитесь ездить на велосипеде или на машине, вот первое время у вас тоже такое медитативное состояние, поскольку у вас такой, можно сказать, легкий стресс, шок, вы там думаете, куда включить передачу, на какую педаль там нажать, какой поворотник, и вы в это время вряд ли там о чем-то мечтаете или вспоминаете, или там какая-то внутренняя болтовня. У вас концентрация, сосредоточенность на этом. Вот. Но потом, когда вы обучаетесь езде на машине, когда у вас это становится автоматизмом, вы едете и там спокойно о чем-то мечтаете, там разговариваете, и по телефону можете говорить, что к авариям частенько приводит тоже. Поэтому вот эти внешние факторы, они помогают на начальном этапе. Мы, кстати, вот еще тоже завтра будем ходить, еще тоже поменяем опять ходьбу, чтобы тоже ум немножко подзатих. Поэтому очень хорошо даже, когда вы в жизни, вот почему я говорю, делайте все медленнее, все делайте осознаннее, неторопливо. Это уже для ума как бы необычное состояние, и он хочет или не хочет прислушивается к тому, что происходит, и немножко замолкает. Вот. Я вижу, там сначала вроде так начинаете медленно, а потом опять начинаете носиться, там, ну кто носится, кто нет. То есть всегда пытайтесь немножко себя так как бы подсдерживать. Потому что когда вы даже пьете там чай в привычном ритме или что-то другое делаете, в этот момент вы начинаете что-то уже думать, о чем-то мечтать, куда-то вас уносит. Если вы опять начинаете пить чай медитативно, это совершенно другое явление. То есть вы сначала сидите, например, смотрите на эту кружку, на цвет чая, да, там, аромат чая. Потом понимаете, сейчас рука будет двигаться к этой кружке. Наблюдаете, как рука медленно идет к этой кружке, как она к ней прикасается, вы чувствуете ее температуру, поверхность, поднимаете эту кружку, чувствуете ее вес, приближаете к себе, наблюдаете за всем этим явлением, прикасаетесь к губам, опять чувствуете температуру, делаете маленький глоточек, чувствуете вкус. Вот. И это уже вот такой начинается медитативный процесс. Вот. Это как раз вот в тему, что можно обратить внимание и на питье чая, и попасть в такое состояние медитации. А можно чай просто хлебать, там, о чем-то задумываясь на автомате. Вот почему, когда человек ест, вот раньше в деревнях была поговорка, да, когда я ем, я глух и нем. За столом сидел дед с длинной ложкой, да, и если кто-то начинал разговаривать, сразу там по лбу получил. И что происходит сейчас, да, то есть сидят в интернете, в телефонах и хомячат, там, а где моя булочка, да, то есть так ты ее съел. То есть вы съедаете булочку, даже не замечаете, что вы ее съели. Так а зачем так питаться-то? Вот. То есть когда вы занимаетесь чем-то важным, да, вы, скорее всего, убираете все, что вас отвлекает. А еда – это очень важная часть нашей жизни, как и многое другое. Вот представьте, вы занимаетесь сексом и в телефоне там смотрите, кто лайки поставил. Ну, понятно, что это будет совершенно другое.
Поэтому старайтесь, чтобы в вашей жизни все было внимательно, осознанно, и вы прикасались ко всем аспектам. Причем вы можете даже делить вот на какие-то составляющие: движение руки, там, начало движения руки, процесс движения руки, остановка движения руки. Старайтесь вот это все осознавать, и тогда уже даже через внешние факторы вы все равно перейдете к тому, кто все это осознает. Все, что вы наблюдаете, не является вами. Вы тот, кто все это наблюдает. Поэтому исследовать объекты, которые наблюдает тот, который вы хотите найти, да, вряд ли получится попасть в это внутреннее созерцание. И как раз, когда вы переходите в такое более глубинное медитативное состояние, уже затихает музыка, уходят какие-то лишние движения, даже если они медитативные, и вы погружаетесь как раз в состояние такой глубокой медитации. Вы ни на что не отвлекаетесь. То есть единственное, что вас отвлекает, это только ваш ум. Вот кто уже там побывал в темной комнате, наверное, обратили внимание, да, что ничто не отвлекает. Но остаетесь наедине с самим собой. И вот этот сам с собой, то есть поскольку он ни на что не отвлекается, иногда бывает или очень активно начинает возбуждаться и целый поток мыслительный какой-то. Вот. Или все-таки как-то, соответственно, окружающей обстановке, в которой ничего не присутствует, также начинает затихать, и вы переходите в такое состояние свидетельствования.